Всем привет! Сегодня с вами хочу приготовить мяско тушеное вместе с грибочками, с картошкой и с луком. Я вам покажу, как это быстро сделать. Такой быстрый ужин, вкусный. И, в общем, да, приступим. Так, для начала нам нужно будет нарезать свининку. У меня вот такие вот красивые кусочки свининки. Маленькими кусочками. Или не особо маленькими. Мяско красивое. Посмотрите, будет очень вкусно. Я нарезаю кусочками. Даже вот такими больше прямоугольничками. Вот. Это у нас такой будет ужин сегодня. Я хочу вам показать, как это делаю я. Ничего сложного в этом нету. И все очень быстро. Вот. Нарезаем. Вот такими вот кусочками. Итак, мяско мы нарезали. Получились у нас вот такие вот кусочки. Здесь у меня 1 килограмм свинины. А даже и не скажешь, да, что тут целый килограмм. Ну вот, короче, как-то так. Дальше следующим мы нарезаем грибочки. Грибочки нарезаем как хотим. Я вот так вот на четвертинки. Грибочки свежие. Красота. Берите продукты свежие, красивые. Вот прям вот, если вы видите, что визуально красивые, вот такие вот берите. И смотрите на срок годности, потому что сейчас, конечно, да, срок годности надо смотреть. Вот. Даже бывает, если продукт красивый, то это не означает, что он годен. Бывает такое, что продукт красивый, но он уже не годен для использования в пищу. Вот, нарезаем вот так четвертинками. Это будет очень вкусно. В своих видео я показываю, как готовлю я, как в моей семье любят мою еду. И, в принципе, да. Готовьте тоже вместе со мной. Может быть, поделитесь в комментариями, что готовите вы. Будет прикольно. Будем общаться. Так, дальше. Грибочки мы нарезали. Берем лук. Так как мясо мы будем обжаривать вместе с луком. Если вы не любите лук, не добавляйте. Это же дело такое на любителя. Я знаю, что многие лук не любят. Я его раньше тоже не любила. Но потом полюбила. Вот. Нарезаем тоже кубичками. И все, ингредиентов, как видите, немного. Мясо. Мясо можете брать любое. Не обязательно это будет свинина. Можно взять курочку или там, я не знаю, говядину, баранину. Любое мясо. Птицу. Грибы, картошка и все. И дальше специи. Специи смотрите сами, что вы любите. Ну, соответственно, обязательно соль, перчик. Я вам все в процессе покажу, что добавляю я. Я нарезаю вот такими вот кубичками. Вот. Сначала будем обжаривать картошку, лук, и потом и грибочки. И потом уже будем добавлять картошку и тушить. И все это у нас будет тушиться. До готовности дойдет, и будем кушать. Вот такими вот кусочками. Они у меня не всегда одинаковые, но это ничего страшного. Это на вкус совершенно не влияет. У меня ножик острый, я очень боюсь порезаться, поэтому так, аккуратненько я себя с ним веду. Вот, сейчас дорежу последнюю картошечку, и я вам покажу, что мы будем делать дальше. Так. Так, ну вот, смотрите. Наше мяско уже обжаривается по чуть-чуть, потихонечку. Хотела вам сказать, чтобы вы взяли обязательно сковороду глубокую, с
такими вот широкими высокими бортиками, так как именно в этой сковороде мы будем все это вот дело, всю эту нашу историю тушить. Да, то бишь не будет вот этой вот всей, что вот мы сначала обжарили мясо, лук и все такое, и потом мы это все переложили в кастрюлю и там тушим. Нет, для этого никакой надобности нет. Я это все делаю сразу в одной сковороде, глубокой, это удобно, это быстро, это не надо ничего никуда не перекладывать. В общем, как-то так. И вам советую тоже, если у вас такой сковороды нету, купите. Вот. В принципе, можно обжарить мяско с луком и в кастрюле. Ну, я думаю, так намного удобнее. Ну, по крайней мере, для меня. В общем, смотрите, все вот это вот так красиво обжаривается, да. Сейчас пока что преет, так как разгорается, ничего страшного. Это сейчас все быстро чуть-чуть обжарится, я добавлю туда лук. Будет очень прикольно, очень вкусно, я вас уверяю. Итак, смотрите, что мы делаем дальше. У нас начало жариться мяско, и оно начало выделять сок. Мы можем поступить двумя способами. Либо этот сок можем слить, как сделала это я, либо мы можем подождать, это все выкипит, и, в принципе, будет тот же самый эффект, просто займет чуть-чуть дольше времени. Я обычно сливаю, и смотрите, она начинает бурлить. Последняя водичка начинает выкипать. И в этот момент я доливаю масло еще раз, немножечко под столечко. Сейчас оно начнет обжариваться. Как выглядит мяско сейчас, мне уже нравится. Именно на этом этапе мы сейчас можем добавлять лучок. Я сейчас добавляю лук. И туда же мы с вами отправим грибы. Наши грибочки. И сейчас грибочки тоже дадут сок. Это все начнет быть в таком водянистой вот истории плавать. Но это ничего страшного. Это все испарится, выкипит. Так должно быть. И на этом этапе мы уже с вами можем посолить, поперчить. Я добавлю соль. Все я делаю на глаз. Примерно вот столечко соли. Перец. Перца я не жалею. Перец у меня не сильно мощный. Вот так. И обязательно, что я еще делаю, я добавляю красную сладкую паприку. Мне нравится. Это вкусно. Паприки тоже не жалею. Вот примерно как-то так это сейчас выглядит. Мы можем уже сейчас перемешать. Крышкой пока не накрываем. Смотрите, как красиво. Ну вот и все. Пусть это теперь все жарится. Все наши ингредиенты должны подружиться между собой, попрощаться с жизнью. Посмотрите, как красиво. Это уже вкусно. Но будет еще вкуснее. Так, как только это все обжарится, я покажу, что я делаю дальше. Итак, смотрите, что мы делаем дальше. Смотрите, как хорошо обжарилось мяско. Посмотрите, не должно быть прям вот так. Нет, ну если вы хотите, вы можете прям подрумянить, чтобы оно такое коричневенькое было вместе с грибочками. Но я этого не делаю, так как это будет тушеное мяско с картошкой. И мне сейчас нравится кондиция, как выглядит мяско вместе с грибочками и с луком. И я сейчас туда, значится, отправлю кетчуп, либо томатную пасту. У меня вот такой вот кетчуп шашлычный. И я вот прям вот туда вот добавляю, не знаю, ну, наверное, 5 больших столовых ложек кетчупа. А также туда добавлю
2 больших вот таких вот столовых ложек сахара. Вот так. Туда же я сейчас дорезала, у меня оставалась спаржу и нашу картошку, которую мы резали. Это все тоже отправляю туда. Вот так. И теперь что мы делаем? Вот эту вот всю красоту я уже вскипела в чайнике воду. Мы это заливаем водой горячей, кипятком. Заливаем так, чтобы вода покрывала все наши продукты. Вот она так сейчас будет красиво, вкусненько кипеть. Так, чуть-чуть вот мы с вами водички поможем проникнуть везде. Ну, разве это не красиво? Посмотрите, как это красиво выглядит. Угу. И мы это оставляем готовиться, ну, где-то на полчасика. Мы сейчас с вами уменьшим огонь. У меня было на 9. Я сейчас поставлю на 6. Все, посмотрите, как красиво. Все ингредиенты сейчас между собой там поговорят, пофлиртуют, подружатся, сварятся, стушатся. И мы потом приступим с вами к их поеданию. Посмотрите, какая красота. Огонь! Так, ну а теперь именно на этом этапе берем крышечку, накрываем, оставляем это. Иногда приходим, смотрим, как у нас там. Никто не поругался, нет. Если все почти живы-здоровы, то все очень хорошо. В общем, встретимся, когда блюдо уже будет почти готово. Итак, мы уже на финишной прямой. Скоро наше блюдо вечернее приготовится. Посмотрите, какая красота. Я уже чуть-чуть попробовала. Это очень вкусно. Вместе с бульончиком, с водичкой. Все так жиденько. Если вы хотите, вы, конечно, этот бульон в воду можете потом слить. Но я этого не делаю. Ай, посмотрите, ну разве это не красота? Как пахнет. Аромат на весь дом. Это очень вкусно. Очень. Итак, презентация нашего с вами блюда. Посмотрите, какая красота. Мяско, картошечка. Что может быть лучше? И сейчас мы с вами оценим, что же у нас получилось в итоге. Картошечку. Мяско возьмем. Возьмем сначала картошечку. Какая вкусная картошечка. Давайте попробуем мяско. Да, это очень вкусно. Мяско такое мягенькое получилось, картошечка тоже мягенькая, все пропиталось. Очень вкусное. Приятного вам всем аппетита. Готовьте по моему рецепту. Радуйте свою семью. Всем пока.